Короче, за нашу недолгую ютуберскую жизнь мы заметили некую тенденцию на вопросы от наших зрителей, которые и сами в целом разделяем. Это что, перезалито с другого канала? Почему у вас так мало подписчиков? Где все просмотры? В общем, у нас есть вопросы, и мы будем искать на них решения до последнего. И начнем мы свои поиски прямо в этом видосе. Так что усаживайтесь поудобнее. Просмотр будет полезен не только для таких же зеленых блогеров, как и мы, но и для каких-нибудь маркетологов. В общем, для всех, кто интересуется ютубом как инструментом для бизнеса. Из опыта предыдущих выпусков девушки не всегда однозначно ведут себя перед прыжком. Поэтому мы решили показать, как реагируют на первый прыг мужики. И привлекли офигенного парня, молодого блогера, в общем, просто кумира молодежи. Ну посмотрим, засыт ли он во время прыжка или нет. Короче, сравним разницу между первыми прыжками у парней и у девушек. Попутно мы узнаем у него секреты, как раскачать канал до таких высот. Про команду, про лайфхаки и вообще, как это все работает. На самом деле план был такой, что мы сегодня приезжаем, встречаемся здесь, в Москве, едем в Коломну, ну и товарища, в общем-то, выкидываем. Я не прыгал с парашюта, если что, да. Ни разу. Утро. Дубачело. Лютый. Мы на аэродроме, но есть подозрение, что немножко сыкотно, да? Нелетная какая-то погодка. Мне тоже так кажется. Не знаю, получится у нас или нет сегодня. Вот, Эмиль привез с собой подругу. Подруга. Как тебя зовут? Девушка. Аля. Супруга будущая. Невеста. Прямо сейчас мы это объявим. У нас просто, чтобы ты понимал, если мы прыгнем сегодня, это одна из наших совместных мечт неких. То есть, если вы сегодня прыгнете, то ты сделаешь ей предложение. Так, ну мы это зафиксировали. Так, ну что, друзья, посмотрим, получится ли у нас сегодня это сделать. Пойдем оформляться. Я из провинциального городка, город Иваново, работал официантом, заработал себе на телефон. Скачал мюзикли, начал снимать видосики. В итоге пару месяцев я не заходил в это приложение, удалил его, в итоге скачал, захожу, а у меня там на этих видосах по 10-15 тысяч просмотров. То есть я такой... 10-15 тысяч просмотров – это мой район, в котором я жил. Проходит еще месяц, я снимаю очень вирусный видос. И в итоге он там за день набирает 2 миллиона просмотров. И все, я поймал вот эту… Фишку эту, да? Изюминку, Уловил. вот эту вот творческую. Расскажи, какой зритель у тебя? Вот. Ну и что ты делаешь для того, чтобы это было ему интересно? Я на самом деле периодически задумываюсь на эту тему и не могу дать адекватного на него ответа. Потому что если брать в расчет контент мой, он не построен на какой-то определенной конкретной рубрике. А ты всех решил собрать, да? А вот у меня получилось так, что я очень в этом плане разносторонний и не могу конкретно сказать, к какой группе я отношусь из этих. Но аудитория вообще, ты же видишь там по статистике, у тебя там мальчики, девочки, возраст… 50 на 50. 50 на 50, Да, да? по возрасту, даже 60 на 40 мальчиков, чуть больше. По возрасту очень разные. У меня есть прямо детишки там лет по 10. И 60 лет. Тоже иду там по улице после съемки какой-то или просто гуляю там с девушкой. Останавливается Мэрин за просто тонированный. Выходит вот такой вот чеченец, вот такой вот. Я думаю, ну все. Что-то кому-то я насолил где-то. В итоге выходит, жмет руку, говорит: красавчик, Дон, видел тебя, брат. Что вообще скажешь по нашей подаче? Я ж всегда, вот я за любой движ, вот за такую всякую тему, там с парашюта прыгнуть, там полезть в какую-нибудь щель, в дырку, еще куда-то. Поэтому для меня конкретно эта тема очень близка, и я уверен, если мой зритель посмотрел бы на то, как я там условно делаю какую-нибудь дичь, это интересно. Вот. Ну, мы это сделаем. Я начинал вообще с далекого там 2018 года, когда появился Мюзикли. Нет, ну я имею в виду, для блогерства человек, который на плаву там больше 2-3 лет, это уже показатель. Просто когда мне говорят о том, что это началось в далеком 2018 году. Тут нюансы в рамках творчества, потому что потребитель контента стал очень сложный. Человека практически невозможно ничем удивить. Ну а как относишься вот к комментариям? Там же народ не только какой-то позитив пишет. Ой, вот эта тема интересная, да. Моему лично каналу уже 2
2 года, чуть больше 2. Ну, матерый уже, да. Да, такой. в творчестве, я считаю, 3 года. Ну и вообще с творчеством я в детстве, потому что я занимался профессионально единоборствами и спортивными бальными танцами. У меня тренерский разряд. Я себе у тебя разброс, блядь. Я Единоборство. вечером танцевал, а утром Утром пиздел. пиздился, Да. да. Я очень плохо отношусь к хейту. Необоснованному и без критики. Да. А есть человек, который напишет: Эмиль, привет, там... Мне не нравится твой контент, потому что вот так-то, вот здесь, вот так вот. Ты, например, сделал что-то здесь не то. Я воспринимаю эту информацию как адекватную критику. Yeah, I gotta protect my inner peace. Not everything will deserve my energy. Я теперь хочу такой костюм. Просто буду в нем ходить по улице. Какой ты Мишка, конечно. У нас тут интимные делишки. О, Я попросил самый модный. Так, подвесочка на тебе должна быть плотненькая, но не должна ничего давить. вот этот парень, по-моему, нас обманывает. То есть, судя по его спокойствию, он уже прыгал. Я таких спокойных тандемщиков, перворазников еще ни разу не видел. Скажи нам твои ощущения. То есть есть какое-то волнение? Нет, Страх, волнение, мандраж. естественно, есть, и это нормально. Вот смотрите, честный человек. Это нормально, но я хочу. Ну, То есть отлично. это приятное волнение. Супер. Поэтому я готова. У нас шансов на самом деле было сегодня немного. Практически не было. Сегодня вот все повезло. складывалось не в нашу повезло. пользу. Ветер, практически дождь. Да. Через 10 минут мы выходим. А вот эти вот обложки там, как вот, то есть насколько они влияют? Потому что мы Очень тоже сильно. стараемся вот у себя сделать классную обложку, кликбейт, придумаем название, надо ли там менять, скажем, описание. Оформление, как название, обложка и описание, это 50% успеха всего, что ты делаешь. Начинающие блогеры, слушайте, что говорят. То есть все начинается с чего? Ты листаешь YouTube, ты видишь обложку и название. Ты не знаешь, что внутри, что под оберткой. Название, а описание вообще его читают? Нужно как-то описание грамотно Ну, делать? это имеет чуть Какие-то меньше. хэштеги или, Хэштеги точно. или, может быть, ключевые слова? Мы снимали ролик с другом. Купили 1000 дошираков, и наша задача была, кто больше съест. Просто формат такой, 1000 чего-то. Прикольная, сочная картинка, что стоит стол, на столе огромное количество продуктов, и 2 человека просто соревнуются, кто больше сожрет. Вроде такая мелочь, глупость, но просмотров собирает вот так вот. К чему я это? Ты напишешь 1000 бургеров против 2 людей. Или напишешь 1000 бургеров против 2 людей челлендж. Что лучше? Понятно, что челлендж, наверное, он дает дополнительный какой-то, да? 100%. Это добавляет тебе плюс к поисковой системе, потому что человек, например, может вбивать в поиске просто слово челлендж, и даже если у тебя ролик не прям супер как-то с челленджевостью связан, это слово может выбить тебя выше по ступеням в поисковой системе YouTube. А YouTube вообще как платит? Ну, сейчас уже это не актуально, и, в общем-то, можно... Я наверное, думаю и надеюсь, по крайней мере, что в ближайшее время монетизацию вернут российским блогерам, потому что... То есть есть из какие-то этого очень мерила, тяжело. допустим, там 1 000 000 просмотров, ты получаешь, наверное, штуку баксов от YouTube. Есть, конечно. Какая там система? Каждый день обновляется стоимость 1000 рекламных показов. То есть это определяется так. В России в среднем 1000 рекламных показов – это от $1,5 до $3. Следующий фактор, который влияет на то, сколько ты заработаешь. Средние показатели просмотра видео твоего. То есть у тебя ролик может идти час, и его посмотрят там типа 70% реальный час, весь ролик. Это вот как раз-таки вот эта вот глубина просмотра. Да, а в этом часу ты влепишь 15 реклам от Ютуба, от самого Ютуба, который платит тебе монетизацию. А ты сам, получается, рекламу ставишь? Я обычно делаю это сам. По моему показателю видос на 15-20 минут, 1 000 000 просмотров, это в районе от 1000 до 3000. Самый мой крутой ролик по заработку, это мой коллега и друг Масленников говорил мне: да, 24 часа в Дубае, у меня там 7 с чем-то миллионов просмотров, и заработок был там что-то в районе 13 или 15 тысяч. Ну, он, короче, окупил просто съемку. Today I'ma wake up a new man, driving a new road, develop a new plan. I'll never be Что могу тебе сказать? Ничем тебе не могу обрадовать. Погода максимально жесткая. Ну, в общем, как ты любишь. Как я люблю. Ты любишь адреналин. Да, это экстрим. Мы с Андрюхой постоянно через задажу. Пиздец, во всем, блядь.
в организации, в прыжках. Я вообще не понимаю, как просто, это происходит. Я даже не знаю, как это, вот, когда это нормально. Но по факту это получается. Да, поэтому я уверен, что все получится, мы будем рядом, все будет охуенчик. Класс. Полетели? Вот такие слова мне нравятся. Ну что, погнали? Погнали! У тебя команда вообще большая? Сам монтируешь? Кто-то Нет, помогает? есть, конечно. У меня есть основной штат. Моих, прям вот именно конкретно моих работников. Это мой монтажер Расим, Так. мой оператор Даня, это мой личный менеджер Кристина и мой рекламный менеджер Арина. Вчера у тебя большая И, команда. пиар-менеджер еще. Это вот всех прокормить-то надо. Да, Классные да, видосы делать. это, конечно, не А сейчас, просто. получается, монетизируешься за счет просто какой-то внутренней рекламы, да? Реклама, исключительно реклама, и я надеюсь, она будет, потому что как раз-таки правильно ты сказал, прокормить всю эту команду еще при условии трат на ролики, а Слушай, ролики периодически очень дорогие. Если вот тебя обратно сейчас вернуть на начало твоей вот деятельности, вот когда ты тогда первый ТикТок свой записывал, что бы ты переделал, то есть как бы ты по-другому начал? Ты бы смог его как-то оптимизировать? Нет, точно нет. Может, не с удовольствием, конечно, но прошел бы этот путь еще раз, потому что я начинал с того, что я там в парках спал в Москве, когда только переехал. Бомжевал. Да, был очень интересный путь, интересный опыт, который сделал меня таким, какой я есть сейчас. Please don't let me down. Please don't let me down. You better come around. You save yourself, I'll save myself this time around. You save yourself, I'll save you too next time around. I'm not around. I haven't been here for a while. You know I'll never be back now. Please don't let me down. Please don't let me down. You better come around. I won't come around. You take me back to much better days, but those better days weren't good enough. You lit a fire that burned me down. Now down and out's where I'm ending up. You take me back to much better days, but those better days weren't good enough. You lit a fire that burned me down. Now down and out's where I'm ending up. Please don't let me down. Please don't let me down. You better come around. I won't come around. Кайф! Красавчик! So I look up at the sun, even though it's bright. No shades on, no, I wanna see the lights. Clouds, no Это просто разъебище. Это... Я нигде таких эмоций не испытывал. У меня вот так вот всего, я выпрыгиваю, я вспомнил весь мат, который знал, блядь, в своей ебаной жизни. Друзья, посмотрите, какие погодные условия. Это просто ураган какой-то. Чувак, ты красавчик, классно все было. Спасибо. Ты вообще хоть... Спасибо Ты огромное. помнишь еще, что происходило? Я помню все абсолютно. Здорово. И щеки надувшиеся Как вы? просто. Это, мне Слушайте, кажется, ребят, он такой красавец. И девочка его, и он в самолете улыбались, такие смелые, прям на позитиве. Супер, все Ну прошло. что, нормалек? Нет, это те эмоции, которые должен каждый пережить, это просто пиздец. Ну, я не знаю, тут вот говорят, типа, не матерись иногда, много мата, но тут, блядь, нахуй не материться невозможно, это пиздец полный. Скажи охуенно. Охуенно. Молодец. Страшно? Нет, вообще Классно. не страшно. Это вообще кайф, ребят.
если что. Просто я вот так вот спрыгнула, я думала, будет стрёмно, но я даже не ощутила вот эту вот штуку. Не поняла, да? Да, Классно. то есть прям кайфанула. У тебя настрой был вообще отличный. Да. Ну я заорал как сука, по-моему. Я нет. Я прям еб***те вниз и все. Говорит, а покрутиться хочешь? Я такой, а что это значит? Вот тут потяни, и мы пошли вот так. А это вы были, я видела. Ну что, ребят, по традиции, все, что мы планируем, так или иначе, через любые трудности у нас получается. Несмотря на то, что сегодня были все шансы этому не случиться, но мы приехали, сегодня был дождь, сегодня огромный ветер, вы сами это все видите. Мы это сделали, мы поднялись, мы прыгнули, все кайфанули. Ребяточки, про подписку не забывайте, лайк на этот канал и ждите следующих выпусков. Телепортируемся по традиции. Ну что, друзья, вот такое получилось у нас видео. Теперь мы знаем, что существуют алгоритмы YouTube. И на эти алгоритмы целиком и полностью можете повлиять только вы. Ваши лайки, подписки и комментарии продвигают то видео и тот контент, который мы делаем для вас. Поэтому, ребят, если не впадлу, подпишитесь прямо сейчас, поставьте палец вверх, ну и по желанию какой-нибудь коммент. Ну и по поводу розыгрыша. Мы знаем, что вы это любите, и поэтому для вас приготовили еще немного ништяков. Друзья, все как обычно. Условия конкурса очень простые и не блещут своей оригинальностью. Кроме подписки на этот канал и вашей внимательности, от вас ничего не потребуется. Все подробности в телеге, ссылка под этим видео. Ну а мы, друзья, продолжаем набираться опыта у бывалых блогеров. И на этот раз мы отправляемся за советом к ветерану отечественного ютуба Камерану. Цель у нас хапнуть как можно больше знаний и опыта, который Амиран приобрел за всю свою долгую ютуберскую карьеру. Ну и по сложившейся уже традиции мы должны скинуть его с самолета. Но в этот раз будет все гораздо страшнее и серьезнее. Прыжок будет затяжной, прыжок будет из стратосферы, и, возможно, Амиран будет без парашюта. Хочешь это увидеть первым? Подписывайся, ставь колокол, чтобы не пропустить. Начинающий блогер, а уже пиздишь, блядь.